Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли себе че? Взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой Черепашки-ниндзя. Второй сезон, 17 серия. Арка наша «Война в городе», соответственно, закончилась. Мы находимся где-то под водой. Возможно, у нас будет подводное путешествие в каком-нибудь подводном корабле. Ну, не знаю. Говорят, что море — последняя неисследованная часть Земли. И я вынужден согласиться, потому что сейчас мы смотрим на самую странную вещь, что я видел в жизни. Какая-то птица. Подводный корабль. Говорит полутораметровая говорящая черепаха. Все началось с испытательной поездки на подводной лодке, и вскоре все обернулось открытием странных пропорций. Конечно, исследовательские миссии нужно проводить с особой осторожностью. Если вы попадете на новую территорию не готовыми, то это может аукнуться вашему панцирю. Stick together no matter what. If all else fails, then it's time to kick butt. I love being a turtle. Turtles count it off. 1, 2, 3, 4 turtles. There's no one better. Watch out for Shredder! They're like no others. Those teenage brothers. Черепашки-мутанты-ниндзя. Новые приключения. Подводная крепость. Подводный мир, подводный корабль и подводная крепость. Смотри, два из 3 моих попаданий. Да ты что? Майк Райан. Рулевой. 3 градуса на север-северо-восток. 3 градуса на север-северо-восток, капитан. Как только мы минуем туман, мы спокойно зайдем в гавань. Вы не минуете, вы уже все. Вон, за вами выехали. Мы наткнулись на что-то, сэр. Раньше здесь ничего не было. Это невозможно. Это мне напоминает мультфильм «Годзилла». Смотрел Да? когда-нибудь? Мультфильм? Нет. Есть мультсериал, короче, «Годзилла» тоже. Он выходил по СТС, если мне не изменяет память. Там тоже такие корабли. А «Годзилла» — это же подводное существо. Оно под водой, там где-то он тусит постоянно, плавает. Вот, и они тоже на корабле постоянно плавают. И типа, а что здесь? И вылезает такая, короче, большая, здоровая. Мне кажется, это во всех фильмах, вот где есть такие подводные чудовища какие. А это робот вообще. Это да. Но это было понятно еще изначально. А какая его мотивация, знаешь, нет? Капитан, у нас течь. Ну, он создает иллюзию того, что это морской монстр, соответственно, чтобы здесь, возможно, не плавали или, возможно, никого не искали. Это что, Скуби-Ду пошел? Да. А на самом деле, он просто ресурсы хочет забрать, то, что они перевозят, скорее всего, или, возможно, сам корабль себе, там, железо хочет его использовать для постройки своего города. Мы идем на дно, сэр. Всем покинуть корабль, покинуть корабль. Да не ори, мы тебя слышим, вон, убегай. Кепку потерял. Без кепки какой ты уже капитан. Причем это так близко от города происходит. Тут реально уже город, Да, уже да. мост, на котором машины там с одного полуострова на другой переезжают. И здесь прям этот монстр. То есть... Ну, всем пофиг, никто в окна не смотрит. Туман, кстати, тоже, возможно, искусственный. Чисто, чтобы иллюзию Это уже создавать. 3-й случай за последний месяц. Грузовой корабль исчез без следа в гавани Нью-Йорка. Таким образом, число пропавших кораблей достигло 15. Это звонок для немедленного реагирования. Да ладно. Всем внимание. Пусть церемония начнется. Нарекаю тебя, черепаха Марина.
А почему молоко? Не знаю. Обычно вином же, да, делается, если я не ошибаюсь. Ну да. Бутылка вина. Ну, возможно... А нет, не шампанского? А может шампанского? Ну, Вроде короче, вина. обмывает. Да, но я видел, короче, в каком то ли мультик это был, то ли фильм, там, короче, так кинули. А, блин, у Шрека это было, помнишь? В третьей части. Да. Он, типа, пускает эту бутылку, и корабль разбивается и тонет. Возможно, поэтому молоко, потому что пакет от молока мягкий, а бутылка-то она жесткая. Отличная работа, мой сын. Я сразу вспомнил гигантскую подводную черепаху из японской мифологии. Теперь, когда подводный путь почти завершен, пора отправить подводную лодку в ее первые путешествия. А можно я спущу ее? Можно? Осторожно, Майки, если ты хотя бы поцарапаешь ее. Большое спасибо, Майки. Именно этого мне не хватало, еще раз принять ванну. Мокрая крыса. Право первой поездки. Помощник капитана Микеланджело готов к спуску судна. Уда! Погружаемся! Спустить торпеды! Майки мой первый помощник. Пожелайте мне удачи. Вперед, бритальон! Повелительница волн! Я не знаю слов этой песни, я только знаю, что... Приступаем к последовательному погружению. Может, там все понажимал. Есть оцепить трос! Причем, Можно было только 2 кнопки. причем хотелось бы, чтобы они это подвязали, знаешь, исходя из новостей. Они такие, о, там 15 кораблей потерялись, я вот поэтому создал корабль, чтобы изучить, в чем же а я тайна. так и подумала, что они типа поэтому и создали корабль. Да, он такой, ну я просто создал, давайте поплаваем чисто по приколу. То есть немножко как это. Вот если бы это было логично составлено, то это было бы круче, чем Да. он такой, типа, просто рандомно. Вот зачем ему просто Создать рандомно мне подводный корабль. корабль, да. Ему что, заняться больше нечем. Включить балластную цистерну. Погружаемся, погружаемся, погружаемся! Почему они вдвоем поехали? Ну, первый помощник. Ух ты! Это очень-очень круто! Давай опустим ее глубже. Дизайн Посмотри тачки, на это. конечно, офигенный. Это же пароход! Но он такой, знаешь, он не сможет выдерживать низкие, высокие глубины. Низкие глубины как это. Короче, глубину он не сможет выдерживать, потому что у него форма такая не сильно устойчивая к этому всему. Соответственно, вот нам пока что они какой-то корабль затонувший нашли. Возможно, это где-то Так глубоко там это. глубоко. А возможно, глубоко. Путни — это китобойные судна, которое существовало в начале века, когда Нью-Йорк был величайшим портом в мире. Донни! Что это? Машина гоняет. Мусорщик. Это машина. Но Донни! Что машина делает на дне реки? Скорость около 20 миль в час. Походу, реально мусорщик. Похоже на подъем затонувших кораблей. Давай проверим. Как-то странно эта тачка, конечно, ездит под водой. Ничего себе, как муравьи. Судя по всему, в Нью-Йорке пробки даже на дне Годзона. Если бы мы не думали, что это мусорщик, то или не знали бы антагонистов, то, возможно, мы бы предположили, что это Атлантида, прикинь. Они живут под водой, вот эти атлантидовцы, и выстраивают свой город из остатков. Затонувших Да. кораблей. Но где они?
А ты не думаешь, что это Атлантида, Донни? Ты ж Ванга. Атлантида — это миф. И даже если нет, не думаю, что это пригород Нью-Йорка. Ну, корабль огромный. Атлантида. Это хлам Лантиса. Хламландия. Стадим назад. Здесь становится очень страшно. Кажется, стало еще страшнее. Что это? Не знаю, но оно загробастало нас. Это Кракен, морское чудовище. Ну, выглядит прикольно. Ладно, официально заявляю, мне никогда не было так страшно. Да тебе всегда так страшно. И что теперь? Давай, пошли. Сейчас будет: о, атлантидовцы, мы пришли к вам с миром. Мы пришли с миром. А у них эти штуки электризуются, да? Ну, по-любому. Конечно. Забудь о мире. Жаль, что мы не взяли с собой наше оружие. Сегодня какой-то мокрый день. Я чувствую себя Джоной, сражающимся с китом. А куда они везут нас? У меня такое чувство, что скоро мы узнаем. А я вот подумал, Как если... это все круто выглядит на самом деле. Да, так Конечно, классно, оно все в очень- мусоре. Ну нет, я имею в виду сами корабли, Ну да. рыбки. Чё? Это если обдумывать, как это сделать в реале, то это вообще очень сложно. Ну, это, возможно, даже невозможно. Тем более, смотри, как он двигается. Ну, как, плавно, да, как как- рыба. да. Единственное, знаешь, вот эти вот раньше автобусы были, которые в центре, вот такая у них Круглая резиновая... штука, да, была? Да-да-да, и они типа тоже за счет этого как-то двигались очень плавно. Возможно, у него все суставы состоят вот из этой штуки, поэтому он такой гибкий. Я, короче, хотел сказать, смотри, если Донни с Микеланджелом захватили, а Донни единственный, кто мог создать такой корабль, то как их Леонардо и Рафаэль спасет? Или они вообще не появятся в этой серии? Как вариант. Пора расправиться с этими уродами. Пока нет. Мы даже не знаем, где мы. Это потрясающе. Ну и запах там, наверное. Они вот в этом, Пользуются рыбным одеколоном. Это в респираторах, поэтому они не чувствуют, у них это фильтруется запах. отвратительно. Майки, смотри. А кто сидит? У тебя что, кепка новая? Вообще приоделся. Мусорщик? Но он утонул в Гудзоне. В этой реке. Да, на Гудзоне. В моей реке. Что это? Молчать! Было бы интересно, если бы... Какой классный кадр. Было бы интересно, если бы, знаешь, нам не показывали много мусора с намеком, что это мусорщик, и мы бы до конца думали, кто же это там может быть? А вдруг это Стокман все придумал, его опять план или что-то такое. И вот сейчас бы это раскрылось. Было бы поинтереснее. Ну, не А знаю. то столько намеков про мусор, мы сразу поняли, что это мусорщик. Ну, то, что он появился вообще, мне интересно дальше смотреть снимарку. Потому что я из детства говорю, помню, что... Ты вообще говорил, что он один раз появляется? Или два? Я не помню такого. Второй. И хватит. Первое правило, мои друзья. Я говорю, а вы слушаете. Ты проигрываешь. Я должен поблагодарить вас за то, что вы указали мне этот путь. Попав в реку, я обнаружил мир скрытых сокровищ, которые ждут, когда их заберут. Ты про мусор? Спасибо. Не пожалуйста. Я польщен, что вы здесь.
Я всегда интересовался, что вы из себя представляете. И вот теперь я знаю. Сэр, наш человек на доке говорит, что цель снимается с якоря. Отлично. Все идет по расписанию. Соберите людей. Я хочу поговорить с ними. У него Отведите доспех их сделан в из шины. крик и заприте их там. Я препарирую их позже. Я... Капец, сколько там всего под водой. Знаешь, Майки, Целый сейчас мини-город. подходящее время для того, о чем мы говорили раньше. Даже тюрьма есть. Я тоже так думаю. Ну куда тебе против ниндзя идти? Ну ты чё, ты себя видел в лицо, нет? Вот так вот ниндзя поступают. Кстати, странно, что их током пробило, потому что, судя по всему, у них кожаные резиновые как его, одеяния, а резина не пропускает ток. Но вы, конечно, незаметные. Ты не коротковат для воина-мусорщика? Очень смешно. Пошли. Надо найти выход из этого сумасшедшего дома. Как они туда залезли, мне интересно. Потому что резиновая растягивается. Да, не так же сильно. Так сильно. Последователи, знаете, что я считаю, что мусор — это сила. Наш подъем затонувших судов и отказ от загрязнения морского дна подтверждают мои слова. Мы обрели власть и силу. Теперь нам не обязательно поднимать со дна только остатки. Теперь мы сами топим суда, чтобы нам было чем поживиться. Мы беспрепятственно топим корабль за кораблем. И наша... Интересно, как он находит себе таких последователей? Просто если подумать об этом. Он это вот тот самый, да, который в WhatsApp там пишет: требуется сотрудник от 7 тысяч зарплата в день. Быстро работать час в день. Вот этот вот он, да? Я уже забыла, но он же этих бездомных брал, по-моему, вербовал, нет? Они Ну, на него может, работали как может. рабы. Может быть. Ну тогда просто его-то всю империю разгромили. Вот мне просто интересно, он с нуля начал где-то их искать опять? Да. Или... Под водой. Под водой. Утопленники тут все, короче. Да. Мертвецы. Следующая добыча ждет нас на поверхности. Круизное судно, заполненное богатством. Круизное судно. Там невинные люди. И никто нас не остановит. Никто! Вы тоже руку поднимите, а то все догадаются. Это судно будет нашей главной добычей. Мы опять пробьем в нем брешь. Это наш шанс. Пошли. Эй, там черепаха Марина. Давай сядем в нее и уплывем отсюда. Мы должны помешать мусорщику потопить круизное судно. Пошли. Цель впереди. Приготовьтесь отправить ее на дно. Включить щупальца. Всплываем на поверхность на полной скорости. А вот, ну, как бы 15 кораблей утонуло. Да. Зачем плавать? Ничего не смущает? Вот круизный корабль, это же, ну, круиз, это же где люди путешествуют Да. на большом лайнере. Ну да. И чё? И чё, и вот, ну, как бы разрешим путешествовать людям дальше. Ну, они такие, ну, это случайность была, там, 15 раз. Мгм, 15 Но раз. вообще, по сути, по факту, да, ты права. Вообще не понимаю, если так много случаев, может, надо отправить сюда
военную подлодку, которая будет изучать местность. Это вот я тоже об Вы этом... хотите нырнуть, посмотреть. Я вот тоже об этом думал. То есть черепашки просто плавая случайно нашли главных преступников, а правительство, у которых 15 кораблей потонуло, таки не, мы туда плавать проверять не будем. Хотя, по идее, это их работа. Отправить туда что-то, группу какую-то, возможно, спасательно-исследовательскую, посмотреть, изучить, найти, возможно, и сами со всем этим разобраться. То есть тоже, на что надеялся мусорщик, когда он это все планировал. Типа, придут военные, ну я их всех сам победю, выиграю. Одержу победу. Выиграю. Приготовиться к удару! Пора действовать. Сейчас. Взять их! Мы должны развернуть лодку. Почему-то мне кажется, это сложнее сделать, чем сказать. Уберите этот мусор с моего мостика! Слушай, ты же любишь мусор. Вы уродцы! На этот раз вам не уйти от меня! Ну, кстати, вот этот его стиль на крабоходящий мне нравится больше, чем когда он на гусеницах ездил. Он более практичный. Почему более практично? Ну, удобно, можно, мне кажется, на любую поверхность забраться, вот как бы прям. А, ну да. Чем вот, ну ты гусеницами везде не заедешь. Угу. По лестнице удобно. Майки! Кислородные баки! Понял! Пора проветриться, краб! Мне кажется, кислородного бака бы не хватило Да, поднять это такую так не мощь. работает. Ладно, это, наверное, модуль ускорения. Отлично! Ускорь ее как-нибудь! Мы сейчас полетим на этот корабль! Ну скорей! Давай! И это бам! Не бам? Мимо прыгну. Ладно, качну. Это было здорово! А можно остановить ее? У меня идея получше. Давай убьем одним выстрелом двух зайцев. Немного изменим курс. И вуаля! В город его сейчас, смотри, Да, направят. да. А сами катапультируются. Ты Выпрыгну. больной, но мне это нравится! Ты сам сломал свой пульт, дурачок. Стоять смирно! Вот это настоящий шок! Надо уходить отсюда. Он просто недостаточно подвижный. Черепаха, Ну да. вали отсюда, мальчик! Открой ворота, а я встречу черепаху Марину. Открыть ворота! Мы не Черепаха забыли Марин. помещение! Марина, ты черепаха! Вот, Майки. Надо торопиться. Так смешно звучит с его картавостью. С моей? Марина, ты черепаха. Давай, давай, завались. Буллинг пошел. Ты милость. Всегда так работает. Да. Дони, быстрее! Я не могу завести двигатель. Так, в смысле, надо уметь заводить. Давай, Мочь. заводи. Нас собьют!
Ну, не скажи. Если эта рыбка заденет какие-то реакторы и генераторы в этом всем Ну, городе, если они будет мощный взрыв, то- взорвет одно, потом другое цепит третье, второе, пятое, и все пошло-поехало. Как бы цепная цепь. Знаете. Давай! Да! Держись! Да! А ты где? Это, кстати, сложный мув довольно-таки, потому что рыба плывет в этом направлении, они тоже плывут, то есть им надо плыть быстрее, Да. чем эта рыба, еще и Чтобы вырулить. увернуться, да, то есть это, блин, сложно как-то. Против детей. Получилось, Майки! Да! Но кажется, я оставил там свой желудок! Не ной, я построю тебе новый. Построю. На 3D принтере сделай. А ты еще не сдулся, что ли? Он как Стокман. Ой, больно. Всплывать надо быстро наверх. Это он! Мусорщик! Он просто не умеет сдаваться! Мы сделали его один раз, сможем еще! Вы уже 2 его раза сделали, получается. Выпускаем глубинные бомбы! А у нас есть глубинные бомбы? Здорово! Подожди, Майки, мне это не нравится. Выпускаем торпеды. А ты куда уплыл? Ты их не заметил, что ли? Он слишком близко. Я устанавливаю взрыв через 9 метров. Вы проиграли, черепахи! Стреляй торпедами! Ну, скорее всего, это последнее его появление. Там выжить очень нереально. Я тебя умоляю, ты У не- что, не видел Стокмана? У Стокмана одна голова. У них, кстати, тоже, если у них уже корабль пропускает воду, а из-за давления воды под той глубиной, на которой они находятся, корабль должен уже Как-то разорваться. Сжаться, наверное. Да. То есть тоже очень странный момент, а у них корабль даже не Как гнется. банка какая-то консервная. Накачаются, развлекаются. Сейчас ничего не расскажут даже, смотри. Вы всплыли вовремя. Мы уже забеспокоились. Ух ты! А что случилось? Долгая история, ребята. Очень долгая. Но мы не расскажем. Не, реально, почему бы и не рассказать? Очень долгая. Ну, рассказали, наверное, за кадром. Не, ну рассказали, Под конечно. фильмчик какой-нибудь. А может не рассказали, кто знает. Ну, не знаю, я бы рассказала. Нифига себе, они там с клешнями какими-то всплыли, блин, с таким кораблем новым уезжали, улетали, уплывали. Да, реально. Вот. Хорошая серия, довольно-таки интересная получилась с мусорщиком. Я рада, что второй раз появился. А возможно последний, а возможно еще нет, кто же знает. Но я Мы надеюсь, что нет. уже увидим потом. Да, Мне серия нравится этот хорошо, персонаж. прикольная. Мне он не очень нравится. Почему? Он такой мерзкий. Ну Такой- и чё, такой мне фу. нравится мерзость его. Вот, а так, да, прикольно. Только мне не очень понравилось, что нам проспойлерили про мусорщика мусором. Вот если бы его не показывали так активно, и мы бы до конца думали, ну там вот до момента его появления, кто же это, кто же? А потом он такой бац, и мы такие, «О, вообще. Да, мы тебя не ожидали увидеть. Да, вот это было бы прикольно. Так, да, серия хороша довольно-таки, в принципе. Динамичная, самое главное, интересная. Вот. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия.